Всем привет, ребят, с вами Алекс. Сегодня я расскажу вам о том, как мне удалось перепродать компьютер и заработать на этом 4000. Совсем недавно, а именно в ноябре прошлого года, я задумался об обновлении своего основного ПК. В нем на тот момент стоял процессор i3-6100, которого не совсем хватало для моих задач, поэтому я решил обновить именно его. Лучшим для меня вариантом было собрать компьютер на перепродажу, поставить туда свой процессор, купить себе более мощный, поэтому я принялся за это дело. На покупку всех комплектующих было потрачено всего 3 дня. Для этого компьютера ставили такие же задачи, как и у прошлых, а именно красивый внешний вид и именитые комплектующие. В виде главного компонента я купил обычную материнскую плату от компании MSI на чипсете H110 за 1700 рублей. Это было самое дешевое предложение на рынке. Для материнской платы особо критериев нету, главное, чтобы был подходящий сокет. В нашем случае это сокет 1151. Для охлаждения процессора купил башенный кулер Deepcool всего за 150 рублей. Он рассчитан на тепловыделение процессоров до 100 Вт. Наш процессор i3-6100 имеет тепловыделение всего 51 Вт. Нам бы подошел практически любой кулер, но по моему мнению лучше брать башенный, так как в корпусе у нас будет окошко, и он будет выглядеть более солидно. В качестве оперативной памяти я нашел такую плашку DDR4 памяти от Kingston на 8 ГБ. Обошлась она мне в 2100 рублей. 8 ГБ вполне будет хватать для такой сборки. Блоком питания был выбран FSP на 400 Вт за 600 рублей. Для такой сборки этого вполне хватит. Жесткий диск уже в который раз был выбран Seagate на 320 ГБ. Он обошелся мне в 400 рублей. В этот раз я не стал экспериментировать и заниматься моддингом корпусов за 100 рублей. И купил вот такой корпус за 1000 рублей. Это, конечно, достаточно дорого, но чтобы лишний раз не тратить времени, я решил взять такой, тем более, что мы все равно остаемся в плюсе. И наконец видеокарта. На данный момент на рынке с видеокартами проблема. GTX 750 Ti, который я обычно ставил в своей сборке, стоит около 5000. Мне попался невероятно хороший вариант, и в этот раз я взял GTX 960 от Asus, и она обошлась мне в 5000. Могу отметить, что эта видеокарта имеет дополнительное питание. Таких разъемов, к сожалению, на блоке за 600 рублей не оказалось, и я за 300 рублей купил переходник с Molex на 6 пин. В этот корпус я установил RGB светодиодную ленту с переходником на SATA 3, который давно пылился у меня в коробке. Она стоила в районе 200 рублей, заказывал я ее из Китая. Огромным плюсом является то, что она может управляться с пульта. Также был куплен i5 6400 за 8000 в мой основной ПК, а сюда был установлен мой i3-6100. Подробнее о i5 будет видео с обзором на мой компьютер. Средняя цена i3-6100 на БУ рынке 5000 рублей. Именно эту стоимость я взял в расчет стоимости сборки. Компьютер собран и выглядит он таким вот образом. Светодиодная лента имеет разный режим подсветки, что вы можете наблюдать на экране. На нем я успел протестировать такие игры, как GTA 5 и CSGO, поскольку именно на эти игры я и рассчитывал при сборке этого компьютера. Для исключения сжирания FPS программы для захвата видео, экран вы будете видеть таким образом. Слева сверху показана температура и загруженность видеокарты и процессора, показания FPS и его скачки на графике. Сейчас запущена GTA 5 на максимальных настройках с DirectX 10. FPS держится около 65 на протяжении теста. Видеокарта и процессор полностью загружены. Видеокарта нагревается до 70 градусов, а процессор до 50. На графике FPS и сильных скачков я не увидел. Теперь тестируем CSGO. К сожалению, программа, которая показывала температуру и прочее, никак не хотела работать в CS. Мне удалось вывести только показатель FPS в левый верхний угол. Настройки я выставил на максимум. Тест я провожу в режиме бой насмерть на карте Dust 2. В среднем FPS держится в районе 110. По итогам это пока что получилась моя самая дорогая сборка для перепродажи. Цена составила 16 450 рублей, но если учитывать затраты на новый процессор, то 19 450 рублей.
Компьютер был продан за 2 месяца, вероятно, длительность продаж стала такой из-за i3 процессора. Такую сборку я не особо рекомендую собирать для перепродажи, она была собрана мной только для обновления процессора в основном компьютере. На этом видео подходит к концу. По возможности поддержите видео, поставив свою оценку в виде лайка или дизлайка, либо оставить свой комментарий, а лучше, конечно, все вместе. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, а также вы можете посмотреть другие мои успешные сборки компьютеров на перепродажу. С вами был Алекс, всем до скорых встреч, всем пока.